Привет, любители Тикук! Тем, кто все еще сомневается в любви и красоте отношений Чингука и Тэхёна, стоит на мгновение остановиться и взглянуть глубже. Многие говорят, что они просто играют, что их близость – всего лишь навязанный ими сценарий. Но если присмотреться внимательнее, если действительно обратить внимание на мелкие детали, то можно обнаружить нечто гораздо более глубокое. В этом коротком видео мы видим жесты, взгляды и улыбки, которые невозможно подделать. Если сравнить их с моментами, которые разделяют реальные пары, сходство практически идентично. Чингуку и Тэхёну не нужны указания, как себя вести, им не нужен сценарий, чтобы показать себя такими, какие они есть. Они просто плывут по течению, позволяют чувствам увлечь себя, и именно это делает их отношения такими уникальными и искренними. Каждый раз, когда кто-то пытается поставить под сомнение их связь, они повторяют одни и те же пустые аргументы, одни и те же надоевшие оправдания. Как будто они не могут принять, что настоящая любовь может существовать среди славы и внимания. Но если мы понаблюдаем за каждым мгновением, которое проводят Тэхён и Чингук, мы увидим легкие улыбки, которые появляются, когда они близки. Потому что дело не в том, чтобы что-то доказать публике, дело в том, чтобы позволить своим чувствам быть, не принуждая их, без страха. Некоторым людям не нравятся их отношения, потому что они кажутся слишком близкими, им неприятно видеть, как два человека бесстрашно обнимаются, дарят легкие поцелуи в шею или делятся такими искренними жестами привязанности. Но правда в том, что любовь не формируется. Ей не нужно оправдывать чужие ожидания или угождать другим. Чингук и Тэхён управляют своей связью по-своему, естественно, со свободой, которая существует только тогда, когда чувствуешь себя по-настоящему понятым. Любовь, когда она подлинная, не пытается произвести впечатление, она течет. Со временем они показали нам, что их отношения – это не игра и не спектакль. Любовь – это история, рассказанная в тишине, в объятиях, которые длятся немного дольше, чем необходимо, в общем смехе, который кажется их родным языком. Эти мелкие детали настолько реальны, что любой, кто наблюдает за ними непредвзято, может их почувствовать. Чингуку и Тэхёну не нужно никого убеждать, то, как они смотрят друг на друга, как они заботятся друг о друге, и их близость говорят громче слов. И именно здесь сомнения исчезают, потому что то, что исходит из сердца, нельзя выдумать или повторить в точности. Каждое мгновение между ними – молчаливое доказательство того, что они чувствуют, нет нужды кричать или скрывать это. Просто посмотрите, как они непреднамеренно ищут друг друга, как они сопровождают друг друга даже среди шума, суеты и огней. Потому что в каждом жесте, в каждом взгляде есть что-то за пределами поверхностного. Чингук и Тэхён учат нас, что настоящую любовь не всегда нужно объяснять, ее просто нужно почувствовать, ощутить и пережить. И как только вы увидите это, вы больше не сможете это отрицать. Потому что то, что существует между ними, это не игра, это связь. Это не стратегия, это чувство. Мы любим, поддерживаем и почитаем двух королей, Тэхёна и Чингука, двух молодых людей, которые не только талантливы и красивы, но и обладают чистой сущностью, природной харизмой и глубоким смирением. Казалось, они сияли своим собственным светом, неудержимым никакими сценами. Каждый раз, когда Чингук и Тэхён двигались, весь мир, казалось, останавливался, как будто время хотело воздать им должное, как будто все остальное теряло свое значение. Их присутствие обладало тихой, притягательной силой, которую не искали, она просто существовала, потому что исходила из подлинного, сияющего места внутри них. Харизма, обаяние и внутренняя красота – это то, что нельзя купить или подделать, это дары, исходящие от души. И Тэгук обладал этим в такой степени, что одно его присутствие озаряло всех вокруг. Им не нужны были напыщенные слова или пустой обман, одного взгляда, жеста или улыбки было достаточно, чтобы наполнить сердце тех, кто ими восхищался, теплом. Они были талантливы, успешны и красивы как внешне, так и внутренне, они обладали изысканностью, грацией и скромностью, что делало их еще более необыкновенными. Тэгукам не нужно было выставлять на показ что-то лишнее, чтобы привлечь внимание. Своей величественной манерой поведения они очаровывали публику без всякого повода. Потому что их привлекательность кроется в их манере держаться и в их отношении к миру.
Эта врожденная грация, их уникальный образ жизни делают их безмольным примером силы, уважения и подлинности. Каждое их движение, кажется, является уроком о том, как сохранять величие, не теряя простоты, как вызывать восхищение, не стремясь к нему. Для всех нас, кто любит эти драгоценные души, нет ни единого момента, когда Тэхён и Чингук разочаровали бы нас. Каждое их выступление – источник гордости, каждый их жест – подтверждение того, почему мы так страстно следим за ними. Быть тхэкуком – это не просто поддерживать двух артистов, это принять свой взгляд на жизнь, признать красоту подлинности и благородства. Они учат нас, что истинное величие не кричит, оно демонстрируется действиями, уважением и упорством. Истинное влияние принадлежит тхэкуку и никому другому, неважно, какие громкие или дешевые стратегии используют другие, чтобы сиять, потому что подлинное невозможно подделать. Тхэкукам не нужно соревноваться или притворяться, ведь они несут свет изнутри, свет, который не зависит от софитов или аплодисментов. Свет, исходящий от их человечности, их страсти и их искренней связи с искусством и с теми, кто ими восхищается. Куда бы они ни шли, эта энергия предшествует им и следует за ними, наполняя пространство чем-то необъяснимым, только ощущаемым. И как раз когда вы думаете, что знаете их, они делают что-то настолько простое и чистое, что это напоминает вам, почему они такие особенные. Не только своим присутствием, но и своей любовью, своей нежностью и своими жестами им удается глубоко тронуть нас, вдохновить и сделать нас лучше. Каждым добрым словом, каждым почтительным жестом они учат нас, что истинное царство находится в душе, а не в короне. Тхэкук, нет слов, чтобы описать, как сильно мы тебя любим и как мы тобой гордимся. Ты больше, чем просто художник, ты вдохновение, ты мир, ты свет. И пока ты продолжаешь идти с той грацией, которая отличает тебя, мир будет продолжать останавливаться и восхищаться тобой, потому что, когда Тэхён и Чингук сияют, вся вселенная купается в их свете. Тэхён и Чингук понимают друг друга не только жестами, они словно говорили на тайном языке, языке, не нуждающемся в словах. Их связь выходила за рамки обыденного, она превосходила то, что можно было бы назвать простой дружбой. Когда они были вместе, мир, казалось, замирал на мгновение. Они естественно держались за руки, словно это прикосновение было их чистейшей формой общения. Иногда они массировали друг другу плечи или затылки, казалось бы, невинные жесты, скрывавшие глубокое спокойствие. Они молча смотрели друг на друга с соучастием, не требующим объяснений. В каждом шаге, в каждом общем движении чувствовалась такая нежная взаимная забота, что одного взгляда было достаточно, чтобы понять, между ними происходит нечто большее, чем то, что бросается в глаза. Эти моменты не повторялись ни с кем из группы, никто не чувствовал их так же. Это было видно только в них двоих, как будто существовала эмоциональная чистота, которую могли слышать только они. И что самое интересное, это происходило как на публике, так и в частном порядке, без маскировки или стратегии, без страха быть замеченными. В предконцертном видео, пока все остальные были сосредоточены на подготовке, они были там, лицом друг к другу, молча подпитываясь энергией друг друга. Тэхён положил руку на плечо Чингука, и Чингук на мгновение закрыл глаза, словно ища баланс в этом жесте. Но не все приветствовали эту близость, некоторые считали ее слишком близкой, переходящей черту, которую никто другой не осмеливался коснуться. Им было неловко видеть, как двое людей бесстрашно обнимаются, обмениваясь короткими ласками или нежными поцелуями в шею, не скрываясь. Но любовь в любой форме не знает формы. Ей не нужно соответствовать чужим ожиданиям или подчиняться правилам, навязанным чужими взглядами. Настоящая любовь познается по ее естественности, потому как двое ищут друг друга, не думая, без необходимости кому-либо объясняться. В моменты, запечатленные на камеру, есть моменты, когда Тэхён и Чингук, кажется, живут в своем собственном мире, как будто окружающий шум исчезает, и они остаются одни, лицом к лицу, общаясь взглядами. Им не нужно говорить, чтобы понять друг друга, их жесты, дыхание и молчание выражают все. Если один наклоняется, другой наклоняется. Если один движется, другой отвечает без колебаний. Их тело узнают друг друга, как будто время, проведенное вместе, научило каждого из них своему ритму.
Они смотрят друг на друга, как будто мир отсутствует, как будто секунды молчания достаточно, чтобы понять свои чувства. В эти моменты, такие простые и глубокие, открывается истина их связи, связи, которая не требует внимания, которой не нужно объяснять. Она просто существует, она течет, и она поддерживает себя.